Друзья, приветствую вас на канале CryptoHamster, как всегда на связи Роман Бесшлега, и я хочу сразу обратить ваш взор на то, как за последних всего лишь несколько лет изменились децентрализованные биржи. Они стали настолько сложными, многофункциональными, что в принципе уже практически ничем по своему функционалу не уступают централизованным. Мы можем менять что угодно на что угодно, при этом сам DEX агрегатор подбирает сразу с 100 источников ликвидности, где наиболее выгодный курс обмена, и меняет. Можно выставлять лимитные ордера, и в свою очередь централизованные биржи это вообще какой-то вот такой некий костыль временный, который приставленный к криптовалютам, но не является их частью, то есть это просто себе такой посредник, которому мы должны доверять деньги. И вот на примере FTX мы знаем, что случилось последний раз, когда люди доверяли деньги, а SEO распорядился ними не по назначению. Поэтому логично, что через какое-то время DEX будут выходить на первый план, и нам нужно обращать внимание именно на те DEX, в данном случае это агрегатор DEX, которые являются лидирующими. И мы сегодня поговорим про 1 инч. Работу 1 инч я буду показывать на браузерной версии, мобильная по своему функционалу и визуалу очень похожая, поэтому вам будет легко разобраться. Нажимаю подключать кошелек и сразу вижу здесь огромный выбор кошельков, что уже очень хорошо, а также выбор сетей, которыми мы можем пользоваться в этих сетях, обменивать криптовалюту. И самое главное, на что я хочу обратить ваш взор, кликнув сюда и вот сюда, мы можем видеть маршрут, где именно будет происходить обмен выбранных криптовалют. Допустим, если я поставлю, ну вот так, допустим, 20 эфиров и кликну повторно сюда, мы увидим, что добавляется еще один маршрут, то есть у нас обмен происходит через с эфириума на USDT, потом только на DAI. Это приложение, этот агрегатор, он работает просто невероятно хорошо по той причине, что есть целых 97 источников ликвидности только в эфириум сети. Допустим, если возьмем BNB, я сейчас переключусь, там таких где-то будет 50. И из них всех выбираются самые лучшие маршруты обмена, где комиссия будет меньше всего, где мы потратимся минимально на обмен. Можно просто вот так вот перейти в трейдинг классический режим, и здесь мы увидим, что биржа DEX не отличается по своему виду и функционалу уже от классической биржи. Давайте я еще покажу на примере другой сети BNB, как происходят маршруты. Там они еще интереснее выглядят. Допустим, у нас есть один BNB, снова я должен кликнуть сюда, чтобы перейти в классический режим, потому что режим запоминается только в той сети, в которой мы только что находились. И здесь, смотрите, у меня один BNB и показывает, что я могу обменять через BabySwap. Устанавливаю 20 BNB и маршруты сразу меняются. Посмотрите, сколько их добавляется. При этом все они в режиме реального времени обновляются примерно раз в 10 секунд, потому что котировки все время нестабильные. И даже если так произойдет, что, допустим, вы совершаете обмен по какому-то вот такому сложному маршруту, меняете, допустим, BNB на BUSD, но дальше котировки уже идут не очень выгодные, то эта транзакция отменяется. То есть до какой степени все продумано. Внизу страницы у нас есть закладочка «История обменов», где мы можем точно так же, как на централизованной бирже, посмотреть, что на что меняли. Есть закладочка «Лимит», то есть выставлять лимитные, то есть отсроченные ордера. И еще нововведение — это P2P обмен. Но давайте я начну по очереди, сразу поменяю в обычном разделе Swap, выставляю то, что у меня есть, 1 инч, и когда вы первый раз совершаете в этой определенной паре обмен, первым делом вам нужно подписать транзакцию, и только после этого уже будет она проходить. Повторно мы нажимаем подтвердить обмен, и в данном случае уже меняет.
Давайте теперь в разделе «Лимит» я покажу, как выставлять лимитный ордер. Допустим, я хочу вновь приобрести 1 инч, но не по текущей цене, а цене на 10% выше. Эта пара в своем соотношении имеет цену 650, то есть, допустим, я выставляю 700, нажимаю «Проверить лимитный ордер», и даже можно кликнуть сюда, чтобы сразу 1 инч получить на какой-то другой кошелек. Но я нажимаю «Подтвердить ордер», так как получаю на этот. Что у меня здесь теперь показывает? 1 инч будет приобретен в том случае, если данная пара будет стоить 700, и действовать он будет до 19 января, так как у меня здесь было выставлено по умолчанию 7 дней. Мне это не нужно, я отменяю ордер. То есть еще раз просто подписываю транзакцию. И у нас остается последняя закладочка P2P. Если вы вдруг не знаете, что это, давайте я вкратце скажу, вдруг вам когда-то пригодится. Это возможность обмена напрямую криптовалютой с кем-то. Допустим, у вас есть 1 инч, но вы его больше не хотите, продаете, но в то же время у вашего товарища есть USDT, и он хочет приобрести 1 инч. Это возможность заключения сделки напрямую. У меня 1 инч как раз есть на сети Ethereum, поэтому я переключаюсь, чтобы вам показать, как эта сделка происходит. Здесь выбираю свой 1 инч, нажимаю максимальное количество, и здесь что я хочу получить? USDT. После этого указываю день, сколько будет действовать данная сделка, а здесь указываю кошелек, кто будет получать 1 инч. Человек не получит его сразу. Создается сейчас так называемый ордер, или точнее говоря, ссылочка, по которой тот второй человек перейдет, и когда он подтвердит эту сделку, по этой ссылочке произойдет у него списание USDT и взамен получения 1 инч, а я в свою очередь избавляюсь от 1 инч, и на мой баланс автоматически падает данная сумма USDT. Давайте теперь я вернусь к обычному виду 1 инч, который установлен по умолчанию. К слову, если вы нажмете на шестереночку, вы можете самостоятельно настроить внешний вид, допустим, включить и отключить график, включить таблицу, в которой будет показываться история обмена, и маршрут. Также вы можете выбрать здесь предпочтительный язык. Ну и давайте себе на секундочку представим, что действительно централизованные биржи будут постепенно вытесняться такими вот дексами. 1 инч у нас является на данный момент, по сути, лидером в этой области. Поэтому, соответственно, при росте его популярности будет расти спрос на его токен. Сейчас монета торгуется по $0.42, и это самая низкая цена с момента его возникновения. Монета была залистена в конце 2020 года, то есть уже чуть более 2 лет она торгуется, и сейчас, как я уже сказал, находится на минимальной своей стоимости. Рекомендация ли это к покупке? Лично я не рекомендую ничего, я просто говорю, что для себя я взял чуть этой монеты, но при этом оставил возможность ее до закупа в случае дальнейшего снижения. Также стоит обратить внимание на то, что 1 инч сейчас в циркулете находится примерно половина токенов от его общей эмиссии, то есть достаточно уже много, но еще какое-то время позже будут они разлачиваться. И 85 место по капитализации среди всех криптовалют. Но еще один не менее важный вопрос — это где используется сам токен 1 инч. Дело в том, что он не взимается в качестве комиссионных при обмене в агрегаторе. С одной стороны, это плюс, так как 1 инч пошел таким путем, где хочет сделать максимально дешевыми комиссии при обмене, то есть он, как я уже рассказывал, находит наиболее выгодные курсы, и взимает комиссия только DEX, на котором 1 инч совершает этот для нас нужный обмен. При этом, если бы 1 инч еще взимал дополнительно комиссии своим токеном, то как бы получалось бы уже 2 комиссии, и нам выгоднее, наверное, было бы пойти просто обменять на каком-то DEX, чем пользоваться 1 инч. То есть команда делает все возможное, чтобы обмен сделал был действительно очень дешевым. Но
При этом страдает применение токена, так как оно довольно-таки узкое. 1inch используется лишь в двух направлениях. Первое — это DAO, децентрализованная система управления, которая появилась не так давно, и разработчики идут к тому, чтобы сделать 1inch полностью децентрализованным, чтобы комьюнити, те, у которых есть застейканный данный токен, принимали решения самые ключевые и управляли независимо от команды данным проектом. И второе, где применяется 1inch, это вознаграждение за потраченный газ на обмены в зависимости от того, как много вы этих токенов застейкали. То есть, допустим, если вы его не стейкаете, вам за газ все равно возвращается 5%, а если вы жирный кит, который постоянно пользуется DEX, постоянно торгует, и вы застейкаете целых 100 тысяч 1inch, то 100% газа вы получите обратно. И действительно в определенных случаях это будет актуально. Я открыл страничку смарт-контракта 1inch в сети эфириума, и здесь можно увидеть, что застейканных токенов 1inch всего лишь 18 миллионов, что не так много. При этом, когда вы их стейкаете, они называются ST1inch, то есть вам взамен выдают данные ST для того, чтобы вы могли участвовать в управлении в DAO, то есть в голосованиях с помощью этих токенов. Ну и если вы вдруг решите купить токен, то почему бы его не застейкать, так как он будет какие-то еще дополнительные возможности давать, когда вы будете принимать здесь участие. Я перехожу в раздел DAO Staking. Эта страница у меня уже открыта. И здесь первым делом я должен выбрать срок, на который я хочу их застейкать. И что интересно, если я выбираю сразу максимальный 2 года, то вижу, что количество 1inch застейканных и вот данных Unicorn Power, которые я получу, то есть это вот эти токены, их тоже я получу в таком же количестве. Если я выбираю 1 месяц, то получаю их совсем немного. И почему это так сделано? Дело в том, что чем на дольший период вы застейкаете, тем больше вы получите данного токена, и у вас будет больше силы, скажем, при голосовании и как следствие каких-то определенных наград за участие в DAO. К слову, застейкать мы 1inch можем только в сети Ethereum. Если я выберу BNB, там пишет, что возможности пока такой нет, но она будет в будущем. Возможно, когда вы будете смотреть видео, она уже предоставится. Допускают сценарий, что со временем команда может придумывать какие-то дополнительные возможности применения токена, соответственно, чтобы на него спрос вырос, допустим, как это произошло с токеном Atom в экосистеме Космос. И напоследок я оставил довольно-таки большую ложку дегтя в бочке с медом, потому что про это нельзя не сказать, так как мы хотим возможность обменивать что угодно на что угодно, как централизованной бирже. Здесь пока такой возможности нет, по той причине, что обмены происходят только в пределах одной определенной выбранной сети, допустим, Ethereum, BNB, Polygon. А если мы уже захотим с эфириума в Polygon, нам нужен мост, а мост здесь отсутствует, предлагает нам воспользоваться сторонними официальными мостами других сетей, но это, конечно же, не лучшая идея. Допустим, открываю Arbitrum, здесь обмен довольно-таки дорогой, сейчас мосты очень активно развиваются, есть, допустим, Arbiter, тут же даже MetaMask, раздел его Bright, есть еще Stargate. Про все эти проекты я рассказывал, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, тем более, что обмены в этих мостах скорее всего будут вознаграждаться аирдропами. Собственно, это все, что нужно знать про 1inch. Хочется верить, что со временем платформа сделает в себя какой-то встроенный мост для обмена, чтобы мы могли совершать все сделки в одном месте, а не прибегать к каким-то еще сторонним. Подписывайтесь на наш YouTube и обязательно телеграм-канал. Здесь у нас информации куда больше, она выходит быстрее. И всем всего хорошего, до скорых встреч.